После окончания института угораздило меня влюбиться, да так, что ни жить, ни дышать без нее не мог, и она меня тоже полюбила. Да вот только проблема была в том, что любимая моя была замужем. И не просто замужем, а за чиновником очень крупного масштаба. А он к тому же и еще человеком, был злобным и мстительным. И решили мы с моей любимой сбежать из города куда-нибудь подальше. В чем были, как говорится, в том и уехали, куда глаза глядят. И привела нас дорога в эти самые глухие таежные места. Я устроился работать на место пропавшего в тайге Игоря. Загадочное, кстати, дело было, до сих пор неизвестно, что с ним случилось. Поселились мы в домике того самого бывшего Игоря в тайге, в нескольких километрах от деревни. Переезд в такую глушь был для нас осознанным выбором. Искали мы с любимой уединение, стали обживаться и наслаждаться жизнью друг с другом. Постепенно с местными жителями отношения наладились, перестали нас считать чужаками. Я хоть и был необщительным, но работу свою знал хорошо и выполнял добросовестно, спуску никому не давал. Все деревенские понимали, что в тайге должен быть порядок, и поддерживали меня в моем нелегком деле. Приходилось и с браконьерами сталкиваться, и чересчур наглым представителям власти отпор давать, а то они считают, что им все дозволено. Так прошло 2 года с тех пор, как мы сбежали из города. В один из дней принес я в нашу избушку раненого волчонка и поручил жене его лечить, выхаживать. Мать волчонка убили браконьеры, и без людской помощи он бы погиб. Наташа моя заменила малышу мать, вытащила его буквально с того света. На ноги поставила, выкормила из бутылки с соской, ночами не спала, сидела рядом с ним. Волк вырос, окреп и в тайгу ушел, даже не попрощался. И вот примерно через год после этого пошел я на обход по большому кругу, а это значит на 3-4 дня. Наташа на хозяйстве осталась, ей было не привыкать. И как раз в это самое время ее бывший муж в избушку нагрянул. Оказалось, что с тех самых пор, как мы уехали, он искал нас. Не было ни дня, чтобы он не думал о мести. 3 года у него ушло на то, чтобы вычислить, где мы. Ведь мы даже своим родителям не сообщали о себе ничего. Наверное, он долго за нами наблюдал и ждал подходящего момента. И вот дождался, когда я наконец-то ушел из дома. От сильного удара тупым предметом по голове Наташа потеряла сознание. Когда очнулась, был уже вечер. Лежала она в тайге, а в каком месте, понять не могла. Скорее всего, где-то далеко от нашей избушки. Руки и ноги были сильно связаны за спиной, рот заткнут какой-то тряпкой, да так, что ни крикнуть, ни пошевелиться не было никакой возможности. В таком состоянии человек вряд ли долго протянет. Еще и дикие животные быстро сделают свое дело, и концов никаких не найдешь. На то, видимо, у подонка и был расчет. Так что это была верная смерть. Руки и ноги затекли, тело стало деревянным. Вдруг сквозь остатки сознания Наташа почувствовала горячее дыхание. Кто-то явно ее обнюхивал. Она с трудом повернула голову и увидела во тьме горящие глаза. Это волк. Сомнений не было. Ну вот и все. Пронеслось у нее в голове. Но тут произошло то, чего она даже представить себе не могла. Волк не пытался ее убить, а совсем наоборот. Он стал грызть веревки на ее запястьях. Наташа сперва не могла поверить в происходящее, но потом вспомнила волчонка, которому она когда-то заменила мать. Вот кто пришел к ней на помощь в трудную минуту. Он не успокоился до тех пор, пока окончательно не перегрыз веревку. Когда Наташа наконец-то освободилась, волк подошел к ней так близко, что она смогла его обнять, а потом заплакала, уткнувшись лицом в его густую шерсть. Убедившись, что с ней все в порядке, волк опять скрылся в тайге,
но теперь уже навсегда. Когда рассвело, Наташа смогла добраться до избушки, а потом и до деревни. Там она все рассказала участковому, завели уголовное дело, но его пришлось быстро закрыть, потому что вскоре охотники нашли растерзанное тело злодея в тайге. Заключение следствия было таким: мужчину загрыз волк. После смерти негодяя Наташа официально стала вдовой, и мы наконец-то смогли с ней оформить наши отношения. Вот только возвращаться в город к людям мы больше не захотели. Купили дом в деревне, я продолжал работать в тайге, а Наташа родила мне 3 сыновей. Вот такая интересная история. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.